Вот вы мне скажите, пожалуйста, сколько блюд вы знаете из теста, рубленого мяса и перекрученного через мясорубку лука? Сколько? Пельмени, манты, чебуреки, пирожки, пироги, что еще? А если ко всему этому добавить еще и тандыр, а в тандыр подбросить дровишек, никакие идеи дополнительно не возникают? Самса, да? Я и сам так думал, что мясной фарш, тесто и тандыр все вместе получается самса. Так я думал, потому что никогда не бывал в Хорезме. А в Хорезме есть еще одно блюдо, очень похожее на чебуреки, очень похожее на крымско-татарское блюдо под названием янтык. А мне пора смешивать мясо и лук. Здесь 200-250 граммов лука, здесь 500 граммов мясного фарша. Я должен сказать, достаточно жирного мясного фарша. Я добавил с половину столовой ложки соли, добавляю четверть столовой ложки черного перца и вымешиваю фарш. Но чтобы время зря не терять, расскажу вам пока рецепт теста. Значит так, берете 1 килограмм муки, берете пол-литра молока, берете чайную ложечку, может 1,5 чайной ложечки соли. Вот вам и тесто. Но многие могут меня спросить, а нельзя ли вместо молока взять обычную воду? Ну да, конечно, можно. Тогда у вас получится обычное тесто. А хорошее тесто от обычного отличается тем, что в него добавляют кто яйца, кто молоко, кто кефир, кто масло. И все это улучшает тесто. И именно такое тесто лучше всего подходит для гуммы. Гумма. Так называются особые пирожки, которые в Ташкенте готовят совершенно иначе. Там берут такое мягкое тесто, дрожжевое, на кефире, не знаю, кто на чем. Одним словом, мягкое, очень пышное тесто. И готовят его с тем, что в простонародье называют ухо, горло, нос. Одним словом, с ливером. Там, в Ташкенте, гумму жарят в казанах в огромном количестве растительного масла. Очень похоже на беляши. А в Хорезме гуммой называют совершенно другое изделие. Давайте мы не будем вперед забегать, а то вам неинтересно смотреть будет. Итак, вот это примерно половина теста. И из этой колбаски выйдет, ну сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук гуммы. Скатываем из теста шарики, заготовки с ровным круглым верхом. Ровные кругленькие заготовки. Из круглых заготовок листики теста тоже получатся ровными, аккуратными. И все, начинаем раскатывать. Для начала я раскатываю не очень большие заготовки. Пусть полежат вот здесь, под полотенцем, чтобы не пересохли. Обратите внимание на метод раскатывания теста. Я не поворачиваю тесто, у меня тесто под скалкой крутится. Все потому, что у меня скалка особая, узбекская, веретенообразная. Вот все спрашивают у меня, что привезти, когда мы поедем в Узбекистан. Поедете в Узбекистан, купите себе такую скалку. Опять беру по одной заготовочке, тесто полежало и стало более мягким, более податливым. И начинаю раскатывать тесто размером, как для большого чебурека. Понимаете, да? Жесткое тесто не катается сразу, ничего страшного. А в 2 этапа раскатается, растянется. Раскладываем примерно по ложке, по 2 фарша. Если описывать самсу, то, наверное, можно сказать, что самса – это фарш, завернутый в тесто. А если описывать гумму, то это другое. Это тесто с фаршем. Понимаете? Очень вкусное тесто, ну что-то вроде лаваша. И именно поэтому для гуммы тесто должно быть очень вкусным. Именно поэтому в Хорезме в тесто для гуммы непременно добавляют молоко. Это для того, чтобы тесто вкуснее стало. Вообще идея плоского, бездрожжевого хлеба очень древняя, ведь она, по сути дела, еще в Ветхом Завете описана. Вы помните? Опресноки, то, что у евреев называется мацой. Так вот,
Наши народы решили в эту самую мацу, или лаваш по-нашему, добавлять еще какую-то начинку. И добавляют кто что. И сыр, и зелень, и, разумеется, мясо. Ну а как же нам обойтись без мяса? Ну скажите, чем вам не чебуреки? Чем не дагестанские чуду? Чем не крымско-татарские янтыки? Разве только тем, что пекутся в тандыре? Но вот что я вспомнил. В Азербайджане очень любят блюдо, которое называется кутабы. Так вот, если кутабы готовят с мясом, их иногда тоже выпекают именно в тандыре. И ровно при той же самой температуре. При температуре стенок тандыра 225 градусов. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Сейчас мой тандыр слишком горячий. Я спрыскиваю его стенки водой. И с тандыром все люди, вне зависимости от их национальности, обращаются одинаково. Побрызгали водой, протерли стеночки тандыра от пыли, от сажи. Ведь тандыр не просто печка. Тандыр – это наш кормилец. Вот эта особая перчатка, она из Узбекистана. При помощи такой перчатки лепешки в тандыр прилепляют. А мы сейчас при помощи вот этой подушечки будем прилеплять гумму. Смотрите, она круглая, а гумма полумесяцем. Ну и хорошо. Уложили одну, а рядом другую. И обе смачиваем водой, чтобы они к тандыру прилипли. С разбегу, быстро, бегом. Раз. Следующая пара. Смочили водой, непременно смочить водой, иначе не прилипнет. В этом весь секрет. Однако и лишней воды тоже не должно быть. Вот руками должна очищаться, что они начали липнуть к руке. А уж горячей поверхности тандыра прилипнут обязательно. Ух! Ну вот, а я и не ожидал, что они так быстро испекутся. Смотрите, не успели поставить. Ух ты! А первые уже готовы. Причем, что удивительно, первый-то отлепился хорошо, а второй переломился. Так вы же все равно захотите посмотреть, что там внутри. Вот я вам и покажу. Отлично! Отлично пошли! Очень хорошие, очень красивые. И теперь еще один секрет, ну, секрет, что называется, полишинеля. Каждый, буквально каждый пирожок непременно смазываем топленым маслом. Так они получатся еще вкуснее. А потом накрываем крышкой, и пусть постоят под крышкой, подождут, пока остальные будут готовы. Но я должен вам сказать, с тандыром все дело достаточно хлопотное. Да и не у всех есть тандыры. Как же быть, если вы пропустили наш замечательный сюжет о крымско-татарских янтыках, то путь вам укажет вот этот QR-код. Заходите и смотрите. А мне некогда. Мне надо гумму смазывать маслом. Я, к слову говоря, не знаю, смазывают ли гумму маслом в Хорезме. Не успел спросить, но если не смазывают, советую, смажьте, ну будет же еще вкуснее. А нет,
Ну, что поделать. И так тоже сойдет. Ну вот и все. Подходит к финалу наш сюжет, и я хочу заметить вот что. Дорогие друзья, вы обратили внимание, как похожи наши национальные кухни? Народы, которые живут друг от друга за несколько тысяч километров, готовят, по сути дела, одни и те же блюда. Хорошо это или плохо? Я думаю, это указывает на нашу общую историю. Я думаю, что это указывает на то, что все люди между собой братья. Когда-то у нас были общие бабушки, дедушки, которые и научили нас, как готовить гуму, как готовить кутабы, как готовить русские пирожки, как готовить украинские вареники, как готовить узбекскую самсу, как готовить татарский кыстыбый. Ну а как готовить хорезмскую гуму, вы научились прямо сейчас. Так что мне остается пожелать вам больших успехов в кулинарии и, конечно же, как всегда, приятного аппетита! Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.